Это очень важная тема, почему у курочек лысые спины. И правильно найти причину. И чем побыстрее воспользоваться тем или иным способом для того, чтобы помочь курочке справиться с этой проблемой. Существует 4 случая, при которых лысеют спины у кур. Вот сейчас я даже не могу вам показать примера. У меня сейчас курочки все в отличном состоянии. Но вот, кстати, один пример есть. Вот смотрите, какая спинка у курочки. И вот когда такая спинка у курочки, есть 4 причины, почему это может быть. Во-первых, это может быть, потому что это обдирает когтями петух курочку, когда он на нее садится и обдирает перья. И очень часто люди путают вот этот момент и говорят: да, это петух обдирает. Но бывает еще и второй случай, почему такое происходит. Вторая причина – это может быть пероед, клещ или блохи. Обязательно нужно проверить на наличие блох курочку. Третья причина – это то, что курочка сама себе выклевывает в этом месте перья, поворачивает голову, поворачивает шею назад и выклевывает себе перья возле хвоста. Ну и четвертая причина – это линька. Самая обыкновенная линька, когда курочка отдыхает, сбрасывает перо и обновляет новое перо. Ну, а теперь поподробнее про эти все 4 причины. Первая причина – это когда петух обдирает курочке спину. Я всегда говорю в своих видео, что при выборе петуха нужно быть очень серьезными и внимательными. Петух не должен быть большой, огромный, не должен быть маленький. Петух должен быть средний. И тогда он будет это делать аккуратно и не будет вам рвать курей. И не будут голые спины у кур по причине того, что петух обдирает им спинку. Также решить эту проблему может помочь попона, которая сохранит спинку курицы от когтей петуха. А теперь перейдем ко второму случаю. Это когда заводится клещ, пероед или же какой-то паразит. Если вы заметили в таком состоянии у себя курочку, ее нужно срочно взять на руки и хорошо посмотреть возле клоаки, под крыльями, загривок, под хвостом. И очень хорошо присмотреться. Если вы увидите там меленькие блошки, то значит причина в этом. Чтобы избавиться от этой причины второй, вам необходимо в ветеринарной аптеке купить пудру и опудрить свою курочку под крыльями и под хвостом.
Препарат это может быть абсолютно разный, который вам предложат в ветеринарной аптеке, такой и покупайте. Я могу вам предложить вот такой Эктосан пудра. Очень хорошо помогает, опудриваете курочку и все будет хорошо. Никаких клещей-пироедов больше на ней не будет. Естественно, нужно обработать еще помещение. У меня есть видео на эту тему, как я обрабатываю помещения, насесты, гнезда. И обрабатываю обязательно кур. То есть любой пудрой опудривайте, и спинка у вашей курочки зарастет очень быстро. Ну а теперь переходим к третьей причине, почему у курочки лысая спина. Третья причина — это когда курочка сама себе выклевывает перья возле хвостика. Возле хвостика нету перьев. Это бывает, что курочки сами себе выклевывают, потому что они хотят скушать это перышко. И я бы, конечно, эту причину объединила бы и с четвертой, с линькой. То есть тут решение этой проблемы, оно как бы одно и то же. То есть курочке не хватает этого витамина, который отвечает за рост перьев. При линьке этот витамин нам нужно дать, чтобы курочка быстрее прошла процесс линьки и оперилась. А при третьей причине, когда курочка сама себе выклевывает перья, ей не хватает этого витамина для того, чтобы у нее проходили все нормально процессы пищеварения. Этот витамин называется селен. И в этом случае, и как только вы увидите, что возле хвостика отсутствуют перья, или вы увидите, что любое упавшее перо на пол курочка съедает, вам срочно нужно купить препарат, содержащий селен. Это может быть любой препарат. У меня это, сейчас покажу вам. У меня это препарат Нутрисел. Нутрисел – это комплекс витаминов, содержащих селен. Селен отвечает за рост пера. Селен помогает курочке справиться с вот этой жаждой скушать перо. И вот если вы по инструкции дадите своей курочке Нутрисел, постепенно эта проблема будет решена. Курочка перехочет кушать свои перья и прекрасно начнет зарастать спинка. Я заметила, что когда я даю курочкам размоченный хлеб, они не выклевывают друг у друга перья. Это мои личные наблюдения. Поедания перьев друг у друга у кур нету, когда они едят размоченный хлеб. Значит, витамины и дрожжи, которые содержатся в хлебе, пополняют запас необходимых им витаминов. Я заметила, что когда я даю размоченный хлеб, этой проблемы нет. Это я вам рассказываю свои наблюдения и свои выводы. Я просто обратила внимание на это. Как только я перестаю давать размоченный хлеб, курочки начинают выклевывать друг у друга перья. Хлеб не обязательно давать каждый день, хотя бы раз в неделю
несколько сухариков размочить, и этого будет достаточно. Вот такие 4 причины могут быть, если у вашей курочки лысая спина. Ну и несмотря на то, что вы не любите, что я повторяю несколько раз, я все-таки еще раз повторю, потому что это очень важная тема, почему у курочек лысые спины. Во-первых, потому что обдирает петух спину. Во-вторых, потому что завелся у курочки клещ и пироед, или же блохи. В-третьих, не хватает витамина селена, и куры начинают кушать свои перья сами у себя. И в-четвертых, это линька. И поэтому очень внимательно нужно присматриваться к своим курочкам, чтобы правильно определить, почему же именно у вашей курочки лысая спина. И правильно найти причину. И чем побыстрее воспользоваться тем или иным способом для того, чтобы помочь курочке справиться с этой проблемой.